Вот мы и стоим у автоклава перед лабораторией Возрождения, вторая лаборатория. У меня здесь есть куча икры, зерновой икры, которая завершила процесс стерилизации. Так что это полноценный автоклав. Теперь пришло время выгрузить икру, поработать с ней и подготовить ее к вывозу из лаборатории, чтобы мы могли отправиться в лабораторию. Следующий процесс или проект. Прежде чем приступить к работе в лаборатории, я просто сброшу давление. Так что я просто возьму свежую тряпку, пропитанную спиртом, и открою стерилизатор отсюда, чтобы он мог просто сбросить давление в камеру. Так что, когда я войду в лабораторию и открою его, там не будет избыточного давления, и это облегчит нажатие на кнопку. Открой крышку. Толкни дверь, которая там находится. Поэтому я просто накрываю ее сверху тряпкой, смоченной в спирте, и просто открываю клапан. Это позволяет избежать любого повышенного давления, а затем, если есть хоть какой-то шанс, что что-то попадет в стерилизатор, чего да, мы не хотим. Это покрыто слоем спиртового мыла. Так что я пойду в лабораторию, подготовлюсь и приступлю к разгрузке. Итак, я нахожусь в лаборатории, я подготовился, все было вытерто, помещение недавно вымыто, а в автоклаве сброшено давление. Теперь я пойду вперед и открою дверь. Все в порядке, вот и все, что нужно сделать. Это тоже старый автоклав, так что на пакетах остается немного остатков, которые я просто вытру. Так что да, это стерилизованные пакеты для. Вот так получается наша зерновая икра. Она состоит из майлы или сорга. Так вот, это мое любимое зерно, одно из них для приготовления икры. Так что да, на данный момент это просто стерильное зерно, и оно не было превращено в настоящую икру. Все, что для этого нужно, это свежая грибная культура из чашки икры, или жидкая культура, или вы можете даже использовать споры, чтобы они проросли здесь и образовали мицелий. Эти пакеты немного отличаются от тех, что мы обычно используем здесь, потому что в них есть отверстие для впрыска. Так что это отличное решение для людей, у которых нет лаборатории или внутреннего шкафа. Потому что все, что вам нужно, это шприц, наполненный культурой или чем-то еще, что вы выращиваете, или вымесленные грибы, что вы растете и, по сути, стерилизуете шприц и просто вводите через отверстие для инъекции. Таким образом, ты сможешь вырастить свое собственное потомство и увидеть процесс от начала до конца, насколько это возможно. Так как они прошли через автоклав и в них создается сильное давление, я, по сути, собираюсь просто перераспределить зерно. Я собираюсь проделать то же самое со всеми этими сумками, которые здесь находятся. Просто возьми пакет и слегка встряхни зерно, чтобы убедиться, что оно хорошо и равномерно распределено. Make sure it's nice and evenly distributed. That way, when you go to inoculate with your liquid culture, it's a much better quality grain in the long run. Вы получаете равномерную колонизацию и более качественную икру. Quality spawn. Эти пакеты прошли процесс стерилизации в автоклаве. Их стерилизовали при высоком давлении или даже выше обычного, чтобы уничтожить любые споры или микроорганизмы, которые, скорее всего, могут выжить при температуре 212 градусов. Таким образом, мы получаем возможность суперстерилизовать нашу икру, и это очень важно для этой части процесса, поскольку икра будет играть важную роль в процессе выращивания, поскольку она многократно увеличивает свой вес в субстрате и дает грибы.
Так что да, yeah, this has been autoclaved for about 4 to 6 hours. Is what I usually do depending on how the autoclave is loaded. Так что So yeah, this has been sterilized probably closer to 6 hours since we had 80 bags almost come out of here. Yeah, the autoclave is just a nice thing for me because it kind of just found its way to me in a way. There was somebody locally that I didn't really know about had started a mushroom business, and I guess it just wasn't what they anticipated. And they had bought a bunch of equipment, that they didn't need anymore. And I remember just showing up to go get the mixer, and she had an autoclave there too, and she just was like, if you just take everything, you can have it for everything for $1,000. So I ended up getting the autoclave, the mixer, and a generator. And then, just trying to get everything over here was, I guess, the harder part, because I had to find people with forklifts and stuff like that to load the autoclave onto a trailer, drove it over here, and then it kind of just sat here for almost a year until I was ready to, until I knew what to do with it. So eventually I was ready to set up another lab, which is the one we're in, and then I was able to get the autoclave installed and everything hooked up. So it ended up working out pretty well. У нас есть пакет со свежей стерильной икрой, и она готова к инокуляции, использованию и превращению в грибы. Поэтому для пакетов зерновых мы используем другой фильтрующий пластырь просто потому, что хотим, чтобы он был немного более эффективным в отфильтровывании твердых частиц и любого потенциального загрязнения, заражения. Так что обычно в производственных блоках вы увидите, используется патч с фильтром толщиной 0,5 микрона, а в данном случае мы используем заплатка для фильтра толщиной 0,2 микрона. Так что она предпочтительнее для создания икры, но мне даже приходилось использовать. Раньше на 0,5 микрона не возникало никаких проблем, поскольку ваши зоны колонизации содержались в чистоте и все такое прочее. Но для хорошей практики я предпочитаю использовать 0,2 микрона. Я чувствую, что так будет лучше. Спасибо тебе за то, что я делаю. Это сработало великолепно, так что у меня не возникло никаких проблем. Так что да, я просто продолжу делать это до тех пор, пока все пакеты с икрой не будут тщательно перемешаны, и после этого они просто будут готовы, куда бы они ни отправились. Эти пакеты просто войдут в наш инвентарь. Они просто висят здесь до тех пор, пока кто-нибудь не купит их на нашем веб-сайте или пока кто-нибудь не приедет и не заберет их с собой. Это только для нас лично. У нас было много просьб о том, чтобы мы начали выпускать зерновые котлы. Поэтому мы пошли дальше и нашли на веб-сайте. Таким образом, корзины просто доставляются туда, где я могу легко загружать и разгружать. Эти корзины специально сконструированы так, чтобы выдерживать высокую температуру в автоклаве. И да, я довольно часто ими пользуюсь. Таким образом, мы прошли через множество способов стерилизации. Так что они определенно пригодятся для того, чем я занимаюсь. Потому что без них внутри автоклава довольно тяжело работать. Внутри у него довольно большая машина. Сверхпрочный металл и тому подобное. Так что если вы поставите пакеты прямо туда, это будет не так эффективно, как складывать их стаками и просто перемещать настройки, которые находятся внутри. Да, ты знаешь, выращивание грибов так, как я их здесь выращиваю, определенно требует больших усилий. Это может быть интенсивным направлением работы. Просто потому, что ты знаешь, что мы здесь занимаемся множеством масштабных проектов. Так что для некоторых людей многое из этого может быть повторяющимся, а для некоторых нет. Но по большей части это действительно так. Для этого нужно знать, что ты должен по-настоящему заботиться об этом. Но да, идеальным человеком для этой работы был бы тот, кто действительно любит каждую часть процесса и просто заинтригован каждым шагом. И это действительно так. Честно говоря, у тебя просто должна быть хорошая трудовая этика, и это определенно не для ленивого человека.
Так что да, я имею в виду, что это легко вырастить как пару it's easy to grow like a грибов, couple потому что когда вы mushrooms просто because занимаетесь when you're just выращиванием growing as a в hobby, вы знаете, что могли you бы might сделать, do, скажем, привить один из you этих might мешков, inoculate one of и these тогда bags, все, let's вы say, and then закончили на that's it, you're done следующие for the несколько недель, next, пока он полностью не заселится. few Вы weeks. действительно можете So сделать it's fully прививку. colonized. Не особо You really нечего don't have делать, much to кроме do как except наблюдать за watch the процессом colonization колонизации. take over. Так So что it really это is fun. действительно весело. All Все of it's это fun for доставляет me. мне удовольствие. Но это But просто it's just намного much easier. проще. But Но if если you're ты really focused действительно on doing this сосредоточен as на a line of выполнении work, этого направления then you're работы, basically то по doing it сути ты every делаешь day, это каждый and день you're и doing a lot делаешь of это them. очень часто. So И you're так doing ты them. готовишь их. Yeah, you're just Да, trying я to думаю, ты просто пытаешься spread these разложить эти mushrooms, I грибы guess, и знаешь and позаботься о том, make sure чтобы that они были доступны they're для available всех. for everybody. Так So что это требует it's a больших lot, усилий, но but в конце концов это at the end of the day, приносит it's pretty немалую rewarding. пользу. Потому Because, что ты I знаешь, что think я it's не a great line считаю of это work, but, замечательным I've seen направлением работы. Но ты знаешь, people я come in видел, and как люди приходят it's сюда, not what и they это совсем не expected то, it to чего be, они ожидали. you know. Но я But думаю, что I они guess they просто just не don't понимают. understand. Я I guess you думаю, gotta что look ты at the big должен picture, взглянуть на общую see картину и увидеть, к чему every приводит step of каждый the известный process, тебе этап adds процесса. up to the Общая big picture картина is the такова. mushrooms. Грибы So — это так. Да, I мне really like действительно to нравится подходить к take every каждому step of этапу the process процесса с with предельной серьезностью, даже the если это utmost просто seriousness, смешивание even if it's just субстанции, like помещение mixing его в пакет или substrate or putting it наклеивание in the bag этикетки or на него. putting the label on it. Я I имею mean, I в really виду, like что мне to действительно make нравится sure each доводить step каждый шаг до is совершенства, perfected as насколько I это can возможно лично для меня. personally obtain. Так So, вот, у меня and then всегда все that always ends получается up working очень out really well хорошо, for me, и в конечном and I итоге end я up getting добиваюсь успеха, success. и так That's how было it's always всегда. been. Я So, чувствую, что именно это I feel like работает that's what лучше works всего. best.